Доброго времени суток, дорогие мои друзья. Меня зовут Елена, и я сегодня открываю новый канал, как таролог, Таро мудрости называется. На этом канале я буду выкладывать видеоролики на один вариант с заданной темой. Дорогие мои, хочу вам рассказать, что я уже таролог со стажем, я уже 4 года, как бы почти 4 года в интернете. У меня есть каналы на Facebook, также на YouTube. Вот, и, возможно, кое-кто узнает меня по голосу. Это новый мой эксперимент, и я, так сказать, начинаю новую форму раскладов. Только расклады, расклады, расклады на один вариант. Приглашаю вас, все ссылочки, где вы можете подписаться на другие мои каналы, вы найдете каждый раз в описании к этому новому раскладу, который я буду выкладывать в интернет, на YouTube. И что же, приступим. Значит, наш расклад, он называется «Будете ли вы вместе с задуманным человеком?» По судьбе ли вам быть вместе с задуманным человеком или как? И мы начинаем. Мы ищем вашего партнера, с которым, возможно, вы будете вместе. Так. Король мечей у нас выпал. Возьмем 3 карты последних. Это будет его сигнификация. Мы о нем расскажем, что же это за товарищ. Так, и найдем также и вас. Что тут у нас за пара выпала? Я сегодня король кубков. Недалеко от вас. Ой, король кубков, простите, сейчас мы дамочку ищем. Ой, уж простите меня. Что-то я хотела, просто думала об одном. Сказала другое. Так, ищем даму. Императрица нет, императрица нам не подходит. Да, я хотела сказать, что сегодня я представляю свой расклад на Таро Мага. Так мне захотелось выбрать именно эту колоду, чтобы сделать мой канал максимально магически притягательным для вас, дорогие мои. Я так и закладываю в этот канал энергию, которая будет притягивать моих подписчиков, слушателей, любителей Таро. Я знаю, что девочки очень-очень любят Таро. Ну что же это такое? Девушка, вы где? Вы где вообще? Вы на Луне, вы на Марсе, вы где? Вы на Венере? Ну слава тебе, Господи! Нашли королеву жезлов. Так, что у нас с ней? Значит, ставим сигнификации. Ну, ладно. Я не знаю, или он находится на Луне, или вы находитесь на этом же месте, потому что уж слишком вы как-то далеко друг от друга находитесь. Ну, давайте смотреть, что же у нас тут получается. Значит, король мечей, мужчинка. Ну, смотрите, странно, потому что здесь колесо фортуны и луна. Мужчина, такой, знаете, любимчик судьбы, удачи, очень непостоянный мужчина, как-то, знаете, он то есть, то его нет, такой вот как бы появляющий, исчезающий, такой он лунно-цикличный, очень загадочный человек со специфическим характером. Его как бы, ну, больше он тайный человек, чем явный. Вывести его на чистую воду практически невозможно. Кажется, что он какой-то неуловимый и особенный, но очень притягательный, очень такой манкий. В нем есть некая такая
соблазнительная сексуальность, которая холодная такая сексуальность, которая, знаете, пробуждает воображение. В общем-то, с женщинами у него, видимо, как бы есть связь довольно-таки тесная у этого человека, но это всегда идет через какое-то недопонимание. В общем, очень-очень таинственный мужчина с таким интереснейшим характером. Что же у нас наша королева жезлов, которую, боже мой, где, не знамо, где мы ее искали. Королева жезлов, очень сильная женщина, тоже, так сказать, с непростым характером, потому что здесь огненная дама, женщина красивая, натуральная, скажем, со способностями, такая ведьмочка. И еще здесь сила. Сила нам говорит о том, что у женщины есть какие-то способности, особенности. А самое важное, что эта женщина умеет управлять своими неконтролируемыми, скажем так, инстинктами. И через вот эти вот, как бы силу, которую она такую мягкую силу, которую она обрела из своего жизненного опыта, она использует в своей жизни. Но здесь нам показывают, что или же женщина как-то тоже не всегда удерживает вот это вот состояние такой силы, где она чувствует свой потенциал. Иногда она зависима от смены настроения, или же женщина находится на неком выборе, на неком таком месте, где быть или не быть, мне нужно это или не нужно вообще. Таким образом, вы таких два разных человечка, он такой, знаете ли, снежный король, ледяной, со своей харизмой, а вы тоже дамочка интересная, потому что это практически пламя и лед. Вот какая пара у нас тут получилась. Ну что же, дорогие мои, на что же похожи ваши отношения? Тогда будем спрашивать уже, на что же они похожи, как они выглядят. Девятка жезлов. Ну, оборона, дорогие мои, оборона. План, скажем так, планы есть, но это так себе. Вот двойки, 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 сплошные двойки. То есть вы явно не можете раскрыть друг друга. Что еще? Плюс расстояние. Расстояние между вами. Интерес, большой интерес, любопытство, но это все находится на уровне такой любопытства, все-таки на уровне ну, какого-то неразвитого состояния. И причем вы уже, возможно, расставались, встречаетесь снова, как-то уходите, возвращаетесь друг к другу, но не забывайте, потому что здесь, видимо, была встреча, вы встречались как-то, хотя бы и на расстоянии, но это как-то оказалось недостаточным для того, чтобы вы закрепились. У каждого там есть что-то свое, какой-то творческий проект. Ну, в принципе, женщина хотела бы, чтобы ей, например, просто предложили замуж, но то, что ожидалось, как-то взяло, да и треснуло. Получилось вот у вас разочарование, и сейчас вы как-то доказываете каждый свою правоту, не совсем понимая друг друга. Даже могу сказать, что каждый как-то тянет одеяло на себя, каждый хочет доказать, что он прав. Вот. Женщина, какая претензия у вас к мужчине? Ну, здесь, скажем, холод и какая-то, может быть, ценность, внимание, куда направлено мужчина, совсем не так вам хотелось. Вы должны были бы быть более ценным объектом для этого мужчины, чем вот это предполагается. Ну, хорошо. Тогда, если уж на то пошло, какие же перспективы у вашей пары? Будете ли вы вместе вообще? Будете ли вы вместе с этим человеком? Возможно ли такое, что вы все-таки будете вместе с этим мужчиной?
поскольку вы где-то стоите на двойке мечей, то есть вы не знаете, вот куда вам, ну, что делать, не то, что делать, да, вот как ну, ждать или не ждать, может быть, уже послать его на небо за звездочкой, как-то, может быть, отпустить себя. Что ждет? Двойка кубков все-таки. То есть встречи вам не миновать. С этим человеком общение не миновать. Императрица– это женщина, которая жена и шестерка пентаклей. Но вы знаете, нам здесь красноречиво говорят, что как бы овчинка стоит выделки. То есть, может быть, не сразу Москва строилась, но здесь оказывается, что с этого короля мечей все-таки можно чего-то дождаться. Хорошо. Покажите тогда нам как бы, то есть будет обратная связь, будет возврат как бы долгов, как будто бы он вам сильно задолжал, и собственно говоря, вы не должны остаться без отдачи долгов от этого человека, иначе между вами может случиться карма. Господи, здесь у нас два пажа. Нет, это у нас, да, это паж пентаклей и рыцарь жезлов. Ага, здесь будет начинаться сообщение такого более конкретного по тому поводу, как вы должны встретиться, объединиться снова. Будет намечен план, надежда на будущее. Сейчас. Как-то, знаете, исходя из того, что вы как-то раньше не могли договориться с ним, учитывая прошлый опыт ваших каких-то неудач, и чтобы, не дай бог, не сглазить, так сказать, ну, здесь без какого-то откровенного разговора у вас не получится вот эта связь с ним. Здесь, как говорится, мужчина должен проявиться во всей своей красе хозяина положения, вот, и предоставить вам все возможности. Так, королева пентаклей. Угу. Вот как здесь говорится. Здесь говорится о том, что мужчина все-таки должен проявиться в вашу сторону как человек, который предложит вам свой мир и предложит вам место королевы Пентаклей в его жизни. То есть здесь говорится, да, вы хоть очень разные люди, вы хоть, так сказать, уже долго бодаетесь друг с дружкой в этой вот теме своей, быть или не быть, все-таки это мой или не мой мужчина. Но вы знаете, вот они сразу сказали, что все-таки высшие силы, которые поставили вас в этот спарринг, у них планы на вашу пару. Они хотели бы, чтобы вы все-таки попробовали. Они хотели бы, чтобы вы все-таки создали этот союз. И также они считают, что этот творческий проект, который между вами, да, вот зародился, пока, когда вас свели, так сказать, в эту коммуникацию, и когда вы много раз в жизни своей, в своем опыте, на своем пути сходились, расходились, смирились, да, и все-таки не забывали друг друга, вы притирались друг к другу, и таким образом, ну, просто, чтобы не выбросить даже вот всю эту вашу работу коту под хвост. И практически здесь еще будет некий период заглаживания ваших грехов, так сказать, отпускания всех там противоречий, несогласий, притираний, как бы переписывание сценария вашей пары. Это еще как бы вот этот промежуток между вами еще предстоит. Но вы понимаете, что вы должны быть двойка кубков, как нам сказали здесь. И, собственно говоря, пространство за то, чтобы вы были вместе. И пока что вот вы находитесь в вот этом состоянии планирования вашей пары, но вас можно как бы, ну, скажем так, даже заверить, что все-таки тот день, когда вы будете вместе, и все-таки вот эта вот шестерка кубков, когда вы не можете забыть друг друга и постоянно друг к другу возвращаетесь, она имеет смысл в ваших отношениях, потому что мужчина этот, он все-таки проявится в вашей жизни
так, что вам понравится этой истории. Она будет иметь хэппи-энд, вот мир, окончание. И королева Пентаклей займет свое достойное место жены. То есть вот этот император, он, так сказать, склонит голову перед своей женщиной и пригласит ее в свой мир. Так что вот так вот, дорогие мои. Быть вам вместе, И мне нравится, что, скажем, первый расклад на этом канале мы начинаем именно с позитива. И наше предсказание касается того, что этой паре обязательно быть, просто немножко потерпите, еще немножко поборитесь, и все у вас будет хорошо. Спасибо, что вы были со мной. До следующих встреч, дорогие друзья. Пока.